Self Omnibus. Я Александрил, и сегодня я продолжаю играть в Outer Wilds. Да, воскресенье, понедельник и, возможно, вторник. Сейчас какой, сейчас на что? Среда, да. К сожалению, не было стримов, собственно говоря, и видео на канале, поэтому... Был жутко занят. Хотел провести вообще во вторник, хотел все-таки, думаю, провести, вернусь. Проведу, но, к сожалению, вернулся. Не получилось, в общем. Также я уже, естественно, например, расписание в Трову сменил, там кое-что написал, типа... Постараюсь стримить либо вот в 6 утра, либо в 6 вечера. Но если не получится, в любое время с 9 утра до 9 вечера, вот в этот любой отрезок могу постримить. И, естественно, заранее я напишу. Я что в 17:00 сейчас вот стрим начался. Я заранее написал. Где-то, может, даже за час плюс-минус. Вот. Постараюсь провести сегодня 2 стрима. Постараюсь, потому что я только в 8 закончу, получается, 17. В 8 закончу. Может, часок отдохну, в 9, что ли, получается, стрим начну. Это уже позднее. Поздно будет. Не знаю. Ну, постараюсь, если сильно дико не устану, не захочу сильно прям спать, то постараюсь провести в 9 вечера стрим. Вот. Ну, как пойдет, в общем. Из-за этого сбитого, блин, как я уже 100 раз говорил, режима сна я вообще ничего не могу нормально сделать. Всегда жутко сонный. Так. Прежде чем начинаем, естественно, никто такого вам не посоветует. Но ускоряйте видео. Это вам очень сильно сократит время. Может, не знаю, как значит сильно, может 5 минут, 15, я точно не уверен. Я это все не считал и даже не знаю, как это нормально посчитать. Вот. А мы тогда продолжаем пока. Давай продолжить экспедицию. Не знаю насчет, когда выложу это видео в YouTube. Насчет вот этого вот вообще не уверен. Потому что видео как минимум обрабатывается долго. А если я начну во время еще обработки стримить, лаги вообще жесткие попрут. Так что посмотрим. Может после второго стрима, может как раз поставлю на обработку и в это время буду отдыхать. Может даже если 2 часа он будет обрабатываться, я хоть 2 часа отдохну. Не знаю, в общем, посмотрим. Так, вот он. Телефон, блин, потерял. Не туда его положил. Специально его место подготовил вот здесь. А положил потом в другое место и потерял. Так, ладно. Вспомнить бы еще, что было 3 дня назад на стриме. Что я вообще хотел сделать-то? То есть, блин, да, по 3 часа несколько раз за день стримить это очень сложно. Прям в разы сложнее, чем по 2 часа. То есть, по 2 часа, допустим, если стримить, то закончил бы я в 19, через час там это было бы 8, и в 22 я бы уже закончил оба стрима. А сейчас я только в 20 заканчиваю. В 9, допустим, если к тому времени обработается видео, я начну и уже
В 12 ночи я только стрим второй закончу. Это прям вроде 1 час, а прям в разы становится сложнее. Мгм. Так, я вроде как все закончил, да, на части угля. Ну-ка. Вот здесь, да, на части угля я все закончил обследовать. Вроде бы все. Все, не все. Да вроде бы все закончил. Везде попрыгал, побегал, походил. А, я же еще хотел пещеры посмотреть. Да нет, вроде там ничего нового так и быть не должно, где я проходил. Я как раз... Потому что если раньше времени отправиться туда, там будет такой, я помню, точно будет такой момент, где ты не сможешь пройти в любом случае. Придется ждать, пока песок все засыпет. Так что мне просто повезло так быстренько все пройти туда. Вот. Если я помню, что раньше пойти, то да, ты там даже, возможно, в 2 местах пройти не сможешь. Тебе придется сначала ждать, пока кактусы засыпят, а потом там такая яма будет тоже. И прям песок будет в яму сыпаться, и ты перепрыгнуть его не можешь. Вот, придется в любом случае ждать. Так что, да, скорее всего, ничего нового там я и не увижу, да, если пойду. Так. Высокоэнергетическая лаборатория. На Мае успешно воссоздали временную аномалию, зафиксированную на станции Белая дыра, когда объекты выходили из гиперпрыжка раньше, чем в него входили. На Мае выяснили, что можно увеличить отрицательный временный интервал при перемещении, если подать больше энергии к гиперядрам. На Мае хотели узнать, можно ли увеличить интервал до 22 минут. Они пришли к выводу, что для этого нужно найти новый способ получения энергии и создать высокотехнологическое гиперядро, которое выдержит высокое напряжение. Разрабатывать проект решили на часе пепла. Чертежи всех башен на экваторе часа пепла. Каждая башня ведет на свою планету, хотя многие на Майе сразу отметили, что Солнце не планета. Ну да. А спутники планет это не Луна. Тем не менее, да? Внешний вид каждой башни отражает особенности места, где расположен ее приемник. Башни позволяли на Майе быстро переместиться между часом пепла и другими важными для проекта местами. Ну, вроде технически ничего оранжевого такого здесь нет, так что, скорее всего, я действительно изучил все, что мог. На Майе хотели создать на часе пепла систему, которая бы позволила увеличить отрицательный интервал 22 минут. Собственно говоря, для этого, да, они и... Так, на Майе построили так называемую солнечную станцию, хотя некоторые из них были против. Так, вот... На солнечную станцию пойти? Посмотреть, что там происходит. Так, здесь вроде тоже ничего нет. Здесь вроде тоже ничего нет нового, да? Здесь тоже все исследовал. Здесь тоже все исследовал. Здесь... Ну, это уже потом. Ну, это уже... Точно, Сюда можно, собственно говоря, пойти. Также я здесь все исследовал. Вроде как на поверхности. Так что да, давайте на солнце тогда пойдем. Спутник, так сказать, искусственное солнце.
Еще бы найти его, конечно. Вон он. Но, кстати говоря, на него можно действительно приземлиться так. И за это даже ачивку дают. Но, естественно, лучше приземлиться сюда и ждать, пока Контрол. Так. И ждать, пока появится солнце. Вот это, солнечная станция, так сказать. А для этого нужно сначала дождаться. Пока вообще сыпаться что-то, что-либо начнет. Да, кстати, вначале пока ничего не взрывается. Я не смогу ровно вверх посмотреть. Или, например, посмотреть ровно вниз. А еще я прыгаю зачем-то. О, вот теперь не прыгаю, окей. О! Начало высыпаться, да? Ну вот, давайте полетаем за ней, за вот этой кучей песка. И должны так обнаружить станцию Солнца. Потом быстренько вернемся к кораблю, все пополним и вернемся на станцию Солнца. Сначала должны ее обнаружить, как она из песков-то вынется. Если успеем, добежим до корабля, установимся. Ну да. Скорость такая, что я и пешком почти успеваю. Не, в принципе, еще как вариант просто издалека смотреть на корабле, когда хоть что-то появится. Как вариант, как вариант. Но корабль у меня далеко. Ладно, фиг с ним. На самом деле не так уж и далеко. Буквально пару секунд до него добежать. Да, давайте лучше попробуем отлететь на небольшое расстояние. И уже отсюда наблюдать, когда что-то, может быть, появится. Ага. А вот, собственно говоря, что-то уже и появилось. А, это... А, вот она, во-во-во, ну-ка. Ну, блин, надеюсь, я не пропустил все самое важное. Где? Мне нужно прям идеально подгадать, когда вход отсыпать. Во-во-во-во-во, да-да-да, идеально. И пройти здесь спокойно. Вот. Идеально. И здесь уже появился спокойный выход. Шикарно. И ждем.
Вот, сейчас телепортирует. А, ну он прям на солнце должен быть настроен. Окей, так. Ну что ты, давай быстрей. О, так, ага. Ух ты! Год назад какой-то большой. С последние 10 минут командир. Команд не получено. Все системы переходят в спящий режим. 6 минут 39 секунд назад зафиксирована повышенная солнечная активность, критический уровень воздействия на корпус солнечной станции, аварийные выходы будут запечатаны. Открывается аварийный люк. Да, собственно говоря. Ого, шикарно. Давайте почитаем, что тут есть. Задание. Взорвать солнце во имя науки. Логично. Может, поменяем формулировку? Работа над таким ужасным заданием не доставит мне радости. Это точное описание. Мы хотим создать сверхновую в научных целях. Это наше задание. Нам задали определить, возможно, такое безответственное деяние. Давайте иначе задание. Определить, возможно ли спровоцировать взрыв солнца. Тебе не хватает чувства юмора. Зато мне хватает порядочности. Только не взорвись от возмущения раньше, чем солнце. Хотите сказать, это все вызвано искусственно? Потому что я не помню. Я думал, типа, солнце само по себе взрывается. Как сказать? Природное, так сказать, явление, а не искусственное, я до этого думал. Я действительно вот этого не помнил. Мы нафига сюда подъем? Пока непонятно. Ну, ты чё, опустись. Жизненный цикл этой звезды подходит к концу, она становится красным гигантом. Внимание, эвакуируйтесь с солнечной станции. Ожидаемое время для уничтожения солнечной станции 3 минуты. Ожидаемое время для вспышки сверхновой 14 минут 43 секунды. Что у нас тут есть? Ага. Так, а это час Ну-ка. Ну, опять же таки мы видим вот эту картину. Уже какой раз. Что произошло? Солнечная станция не выстрелила? Она выстрелила, но ничего не получилось. Солнце почти не отреагировало. Изменения были столь малы, что остались незамеченными даже для третьего глаза. Солнечная станция бесполезна. Она не может и никогда не смогла взорвать солнце. Друзья, я не знаю, что делать дальше. Полагаю, нам надо начать сначала, но я уже не понимаю, где начало. Прежде всего, вернитесь на проект. Вернитесь на час пепла. Возможно, стоит заняться чем-то другим. Корона обнаружила на подходе к этой звезде звездной системы комету, которую нам стоило бы исследовать. Таволга, я сочувствую тебе и Вереску. Мы все знаем, как усердно вы работали. К сожалению, не знаю, как вам помочь. Как ты себя чувствуешь, как Вереск? С нами все в порядке, мил, насколько это возможно. В сложившихся обстоятельствах мы просто разочарованы. Я был против того, чтобы взрывать солнце, но мне хотелось провести эксперимент успешно. Я надеялся, что наш ужасный проект на этом закончится.
Получается, все-таки взорвать солнце не получилось, но так удачно вышло, что оно само взорвется. Интересно, интересно. Тогда получается сейчас на комету как раз. Ага. Как раз хотел же туда попасть. Вот сейчас, значит, на комету. Да, сейчас хочу, чтобы он повернулся чуть-чуть. Да. Сейчас бы как бы в солнце не сгореть. Все равно ничего не скажешь. Ну ладно. Так, хочу кое-что проверить. Я там случайно ничего не забыл? Все ли я там проверил, так сказать? Это мало ли там какая-то подсказка или что-то такое, ну-ка. Еще понять, где тут пол. Ну, здесь вроде да ничего нету. Интересно. Здесь прям вроде как кактусы по полной программе, так сказать. Угу. Так. Потому что теперь можно и на корабль. Как раз он чужак недалеко. Только вот починить кое-что нужно, да? Что там еще починить? Что-то сверху, что ли? А, нет, нет, стой. В смысле, ты не то сделал? Я не то тебя просил, ты нафига обратно положил? А, вот. Так, и, собственно говоря, где чужак? Куда он улетел? Ага, вот он. О, он от нас, так сказать, отходит, так что... Вот, помаленьку, так потихоньку. Вот так вот, да-да-да-да-да. Вот где-нибудь вот здесь и приземлюсь. Опа-на. Возникла проблема. Похоже, комета хочет сковать наш шаттл льдом. Если мы задержимся, шаттл может крепко вмерзнуть, и он и вмерз. В таком случае просим кого-нибудь притянуть его гравитационной пушкой на час угля. Будет трудно исследовать комету, если мы потеряем доступ к шаттлу. Возможно, не стоит приземляться на темной стороне кометы.
Не стоило. Кому-то из нас следует остаться в шаттле, чтобы прогревать его и наблюдать за поверхностью. Прям как Волга, да? Хорошая мысль. Шалфей, будь добра, подожди тут, пока мы с Лакой исследуем поверхность. Останься, говорю, здесь и прогревай его, пока я, говорит, не вернусь. Здесь вроде больше ничего нету. Ну, вроде снизу, так сказать, ничего нету. Ага. Чё-то не совсем пойму. Почему здесь, типа... Так, здесь, например, Северный полюс. Ну я сейчас скольжу прям сильно. Я вообще ничего сейчас не нажимаю, он сам все делает. Ну так, типа... вот здесь Северный полюс. А вот здесь типа Южный. 50% топлива осталось. Ничего не понимаю. Как-то неправильно они расположены. Ну да ладно. В любом случае, с одной стороны, здесь больше нет нифига. Но с другой стороны, я не знаю, как мне это узнать, честно говоря. Вообще не помню. Но... О! Мы около станции Белая дыра. Прикольно. Вот здесь есть проход. И он открывается, так сказать, в определенное время суток. Сейчас, например, ночь, а он открывается днем. Как это узнать, я не помню. Ну, в общем, здесь образуется дыра, в которой я смогу пройти. И, скорее всего, уже время-то, да? Там уже, наверное, все пересыпалось почти. Скоро взорвется, поэтому я, наверное, вряд ли чего-то дождусь. И лучше начать заново. Не знаю, может, действительно это как-то можно узнать где-то. Может, это случайно открывается и, типа, внутри уже мне об этом говорят, когда я внутрь попаду. Типа, мы обнаружили, что во время того, как чужак приближается к Солнцу, он так открывает, сказать, рот. Потому что действительно на этого похоже. Немного так. Да, тут дней-то осталось недолго до 1 мая. Поэтому постараюсь побольше все-таки стримов. Наверное, по 20 стримов в день. Конечно, я сказал, постараюсь. Поэтому не знаю, смогу ли я успею. Все так, ага, это взял. Так. И где-то должен быть чужак. Давайте, наверное, как-то... Ага, он прям там. Он прям там, за солнцем, где-то вдалеке.
Вон он, этот чужак. Ой-ой-ой, мне бы как-то поменьше нужно, да? Скорость. Прям сильно снижать, хотя бы до 500, да? Пока что 500, ну да. Так. Ого, мы даже здесь около терновника пролетаем, шикарно. Где-то вот здесь пускай мы приземлимся. Так. И нам остается ждать, пока приблизимся к Солнцу. Так, ну-ка. Что-то новое, да, появилось? Ничего. Где там? Ну, мы еще и далеко от Солнца. Да. Довольно красиво. А чужак, смотрите, прям недалеко от различных планет прям пролетает, да? М. Вот здесь мы сможем туда зайти. Смотрите, они прям недалеко от песочных часов, прям смотрите, как близко прилетает. Если бы он чуть быстрее был, в них бы прям врезался, офигеть. О, я слышу звук. Да. Оба-на. Так. Допустим. Ага. Под поверхностью энергетических сигнал стал сильнее. Что бы это ни было, оно где-то в глубине у центра кометы. И мне начинает казаться, что оно опаснее, чем мы думали. Шалфей, ты нас слышишь? Да, но очень плохо. Боюсь, если вы спуститесь еще глубже, связь пропадет. Не дай шаттл замерзнуть. Шалфей, мы вернемся, как только найдем источник энергетического сигнала. Ладно, только будьте осторожны. Так, я, получается, оттуда, да, пришел? Там больше нет никаких... Ну-ка. Ага, смотрите, там есть разветвление какое-то, да? Или что, я не пойму.
В общем, да, можно так вот посылать. Там вот в конце типа опасно. Вот мне, да, куда надо? Вот здесь безопасно. Вот здесь тоже опасно. Вот, типа. Ага, внизу там прям. Но у нас есть, допустим, второй этаж. Что у нас здесь? Ничего. Ага. То есть нам сначала вправо, потом резко влево. Понял. Сюда мне, да? Да. Туда прыгать мне нельзя. О! Какой-то намая. Ага. Ну что ж, вроде говорит безопасно. Получается, энергетический сигнал запускает эта кометная сфера. Точнее, источник находится внутри нее. Сфера заполнена необычной материей. Камень заглушает энергетический сигнал. На самом деле он в 10 раз мощнее. Таволга, нам не следует взаимодействовать с этой материей. Скорее всего, мы не переживем прямого контакта. Я впервые встречаю такую сферу, но она явно защищает нас от того, что внутри меня тревожит нестабильность этой материи. Таволга, чем бы ни была эта материя, она не только нестабильная, но еще и сжата до предела. Посмотри на показатель плотности, я никогда не видел такого уровня давления. Это что-то невероятное. Все куда хуже, чем мне казалось. Если камень треснет, материя начнет расширяться и заполнит эту звездную систему за считанные секунды. Давление внутри кометы повышается с ужасающей скоростью. Возвращайся к шаттлу быстро. Нужно сказать нашим друзьям, что они в опасности. Бросай оборудование и беги. Да, Олга, ты в своем уме? Чем больше мы узнаем об этой материи, тем выше будет наш шанс на выживание. Я постараюсь выяснить все, что смогу, предупредя остальных. Может, они успеют построить укрытие. Беги, Лакка. Не успели. Ага, произошел мощнейший взрыв. Все, что было внутри, выплеснулось наружу. И здесь, собственно говоря, больше ничего и нету.
Не успели они никуда уйти, и как баба! И всех убил радиацией. Угу. Ясно. Смысла, наверное, возвращаться уже нету, да, наверное? Легче, наверное, промедитировать до следующего раза. Блин, даже если я буду по 2 стрима стримить, навряд ли успею до 1 мая. Осталось тут совсем ничего. Потому что помимо основного прохождения есть, во-первых, еще DLC, а во-вторых, есть еще ачивки. И плюс еще всякие секретики в этой игре. Как минимум 2 секрета я точно помню. Один мы уже видели. Так сказать, отсылка на старую какую-то версию, что ли, этой игры. Вот, это была на Луне, да, это я вроде вспомнил. Я точно, конечно, не гуглил, но я точно вспомнил, что это вроде как действительно отсылка, вот этот корабль был на первую какую-то их игру, что ли, что-то такое. Вот. Плюс еще есть где-то на Терновнике, что ли. Там если куда-то зон запустить, то он переместится в какую-то тоже комнатку. Вот. А еще есть как раз-таки камень. Маленький такой камушек на пустотной сфере, который сливается со всей остальной поверхностью. Там прям нужно знать... Так, стоп. Ау. А, да что ж такое-то? Что происходит? Чё все виснет? Так, все, не виснешь? Не нужно мне тут виснуть. Так вот, как я сказал, один... это интернет с интернетом какая-то фигня, что ли, была? Не знаю. Так вот, да, одна секретку мы видели, вторую секретку в терновнике, и третья вот на пустотной сфере камень, который сливается со всей остальной поверхностью. Нужно знать прям точное местоположение этого камня, чтобы его найти. Потому что самому это годы займет поиск этого камушка. И все эти секретки я, наверное, буду уже проходить тогда, когда буду выполнять различные ачивки, попутно буду секреты искать. Сначала я сейчас пройду игру, потом я пройду DLC. Ну, не до конца игру пройду, потому что если пройти просто игру будет не до конца, там концовочка. Если просто если еще DLC, будет прям полное конкретное прохождение игры. Типа, можно, по сути, просто раньше времени закончить игру. Да что ж такое? Что такое? Я как понимаю, виснуть начинает, когда я в этом, что ли? В меню паузы прям все виснуть начинает. Не знаю, как это вообще на видео смотрится. Я заикаюсь, там не заикаюсь. Висну, не висну, когда говорю. Вот. Так что, по сути, можно игру прям в самом начале пройти, если знаешь, что делать. Тебе, по сути, ничего для этого толком и не нужно. Вот. Но я хочу полностью сначала все исследовать, чтобы прям полная, полноценная концовка была. Так что, да, я сначала все изучу здесь, в обычном мире, потом пойду в мир DLC, там все изучу. И это займет прям, наверное, много времени. Наверное, все-таки придется и ту игру стримить параллельно с этой. Так, стоп. Во-первых, да. Солнечная станция была создана, чтобы превратить Солнце в сверхновую. На мае выстрелили солнечную станцию Солнца. Но безуспешно они заключили, что станция не в состоянии превратить Солнце в сверхновую. После неудачи Солнечной станции на мае решили сделать перерыв и исследовать недавно появившиеся кометы, если верить компаньону. Компьютер давай. Цикл нашего Солнца близится к концу.
А может, как раз-таки из-за этого выстрела солнце наше близится к концу. Жизненный цикл. Типа, он подействовал, но это подействовало не сразу, а лишь через какое-то время. Типа, если бы они не выстрелили, сейчас бы с нашим солнцем все было хорошо. Ну, мало ли. Так, плюс комета. Мне удалось найти шаттл на Май, полностью замерзший в лед. На борту шаттла были 3 на Май, одна из них осталась. Следи, чтобы шаттл не замерз, остальные отправились следовать чужак. Ага, разрушение ядра. Пропавшие на Май шаттлы лежали рядом с большим камнем, который словно взорвался изнутри. На Май установили, что странный энергетический сигнал идет от круглого камня, наполненного неизвестной материей. Они выяснили, что эта материя смертельно опасна и наполнит, находится под сильным давлением. Было понятно, что если камень треснет, материя начнет расширяться и заполнить всю Солнечную систему за считанные секунды. Одна из Намай осталась, чтобы исследовать эту материю, а другая поспешила на поверхность, чтобы предупредить остальных. Но не успели. Так, здесь тоже ничего больше нет. Что тогда нам осталось исследовать? Проект «Час пепла». Квантовый сигнал. И звездный шаттл, спасительная капсула в терновнике. Они, наверное, очень важны сами для себя. Типа... Да, давай, наверное, все-таки сначала на квантовый сигнал. Потом на квантовую луну. Потом на спасательную капсулу из звездолет. И только уже потом, наверное, в проект «Час пепла». В принципе, довольно быстро весь мир обследовали. Ну, я, по крайней мере, очень быстро. Обычно это уходит, наверное, годы. Ну, естественно, не годы. Может, несколько недель, по крайней мере. Если ты играешь там по паре часов в день, как я, да, вот на стримах, то у кого-то это, наверное, дольше займет, кто, по крайней мере, не знает, как в это играть. Поскольку я примерно хотя бы помню, что здесь происходит. Знаю, так сказать, способ игры, потому что, да, в основном просто туда-сюда летают. Наверное, не все исследуют сразу всю планету за раз. Собственно говоря, не знаю, врежусь ли я во что-нибудь сейчас. Повезло. Так. Ну, собственно говоря, вот у нас есть... квантовые флуктуации внутри вот этого гигантского вихря. Я просто туда физически попасть не могу. Поэтому мы берем. Выходим наверх. Пролетаем немного и... Да, и нас опять выбрасывали. Что ж такое-то? Во. Шикарно. Так, нам ничего не надо. Тихо, 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 тихо. Чё ты, чё так? Неожиданно. Да, тут даже полетать нельзя. Нормально. Ну, собственно говоря, вот такая вот башня у нас огромная.
Туда даже забраться нельзя. Да, что-то какое-то прям сильное здесь притяжение. Просто гигантский вихрь на всю планету. Ужас. Это где-то наверху. Собственно говоря, я даже проникнуть туда не могу. Чтобы туда проникнуть, мне нужно прям сильно упасть. Окей. Что ж, тогда пошлите наверх. Так, это что у нас? Добро пожаловать, башня дает задания, необходимые для первого квантового путешествия. Всем, кто попросит. Мгм. Так, дальше здесь ничего нету. Вроде нет. Ну что ж, пошлите тогда наверх. Да, идти прямо долго. Ну как идти? Лететь. О! Собственно говоря, так. Входить следует без друзей. Некоторые уроки можно усвоить только в одиночку. Казалось. Ага, нет. Ты не переместишься? То есть, ну-ка. Вроде не перемещается, да, ничего? Ну ладно тогда. О. Ищите странствующую арку. Вот она. Вот она, да. Вот, эта арка уже странствует, офигенно. Собственно говоря, да. Нужно на нее смотреть. Медленно подниматься. Так, дальше. Обнаружен неопознанный сигнал. О! Камень на острове. Хорошо. Так. Смотреть на квантовый объект, смотреть на изображение квантового объекта. Это одно и то же. Борт журнал обновлен. Собственно говоря, да. Если я, например, сейчас пойду, поднимусь, он оттуда исчезнет. Поэтому берем вот так, делаем. И все. Нет, не так. Вот так, ну-ка. Вот так, все. Ну мне теперь туда. Собственно говоря, да, все, он не исчезнет. Арка и кристалл обычно не сходятся. Вот, кристалл.
Ну, собственно говоря, если я на нее посмотрю. Да. Который мне позволяет к арке зайти, но... Что происходит? Я запутался. О! Не знаю как, но я это сделал. Это все тот же, да? Ага. Здесь ничего больше не написано. Вроде нет, что ж. Это последняя и самая сложная загадка. Ну да. В общем, мне нужно сначала сделать так, чтобы... Короче, давайте для начала так просто сделаем. Да, блин. Да что? Я чуть-чуть наклоняюсь, блин, и он исчезает. Это бесит. Во. Фух. Все, так. Просто хочу осмотреться, ничего ли там здесь не написано. Так, ладно, давайте дальше. Все, так. Ага. Так. Примите наше поздравление, вы узнали правила квантового изображения. Это значение поможет вам в квантовом паломничестве. Помните, другие квантовые осколки могут поделиться другими знаниями. Пусть вас не оставляет любезность. Пусть вас не оставляет любознательность. Вы идете по стопам тех, кто приходил здесь до вас, и указываете тем, кто последует за вами. Угу. Туда хочу забраться. Че, смотреть, нет ли сзади чего-нибудь, нет? Типа... Хоп. 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 Ха. Ну, здорово. Опа.
Опа, где он? Там? Где он? Разведчик там теперь наверху. Забавно. Вот, так, ну-ка. Все, так. Теперь. Да. Бассейн. Нас автоматически выбрасывает наверх. Ну ладно тогда. Где там? Вот он, выход. Что ж. На этой планете теперь изучили все. Дальше нам тогда на квантовую луну. Нет, то чуть-чуть. Да, в этой башне собраны знания, необходимые каждому на Май для первого квантового путешествия. Смотреть на квантовый объект, смотреть на изображение квантового объекта — это одно и то же. На Май называли это правилом квантового изображения. Помните, другие квантовые осколки могут поделиться другими знаниями. Да, здесь мне больше делать нечего. Что ж, тогда сейчас на квантовую луну. И там все будем обследовать. Угу. Найти мне еще эту квантовую луну. А можно ее как-нибудь сюда телепортировать? Поближе как-нибудь ко мне. Все еще нет? Типа она где-то вон она, да? Это что, квантовая луна, да? Ну что ж, тогда придется лететь до нее. В принципе, неважно, где, как в нее залечу. Я всегда приземлюсь, так сказать. О! Сейчас починю все, что могу. Все чинить, больше ничего пока не надо. Окей. На Южном полюсе. Так, а я хочу найти... Во, что я хочу найти.
Ну, не совсем это я хотел найти. Так, это я, кажется, уже читал, да? Да я случайно. Я просто шел и вот этим случайно задел. В принципе, уже даже смысла как бы нет здесь что-то делать. Да и луна вон уже всяк сейчас красная будет. Думаю, лучше начать сначала, да? Медитировать. Да и в принципе она сейчас на солнце сгорит. Да, давайте помедитируем, в общем. М. Блин, сейчас луну еще придется искать. Где бы она ни находилась. О! Шикарно. Повезло. Ой, прости. Умирает тут по-разному. Собственно говоря, прикол, да, я как всегда на Южном полюсе. Но мне, чтобы попасть куда-то, нужно, чтобы эта башня была на Северном полюсе. Но к Северному полюсу проход закрыт. Вот. Да. Осколок в пещере. Вот эта башня на гиганте. И вот в пустотной сфере вот эта фигня, как говорится. Они обо всем типа рассказывают. А, Сейчас я нахожусь здесь. А я могу попасть сюда. Ну так, технически. И чтобы мне попасть на Северный полюс, мне нужна определенная планета. Эм, Стоп. Ага. А это как выглядит, я что-то не помню. Ага, даже так это все выглядит. Ужас. Терновник. Ну, собственно говоря, если я сейчас, допустим, на север пойду, я туда навряд ли попаду.
Мне вообще придется как-то, наверное, через несколько планет вроде пробираться на Северный полюс. Типа... Так. Во, ну-ка иди сюда. Вот, а теперь я вроде как должен, да, попасть на Северный полюс? О! Ну-ка. Это я сейчас где? Закрыто. К сожалению, да. Как и говорили, мне нужно попасть на Северный полюс. Но забавно. А. Во! Сюда-то мне и нужно. Потому что на пучине гиганта, естественно, ничего так... Вот. Вот. Вот в чем прикол. Это ближе всего к Северному полюсу. Поэтому мне, собственно говоря, как-то нужно... на Северный полюс стоит попасть. Хотя я как не помню особо. Может как-то все-таки, да, через другие планеты. Допустим, через... Камелек. Давай здесь попробуем. Ну-ка. Во, да-да-да-да-да-да-да-да. Сначала на водную планету. Поближе, получается... Ага, да. В общем, мне нужно, чтобы вот здесь она и стояла, эта башня. Да, сначала перемещаешься на водную планету, подходишь к вот этому шторму, а уже потом на камелек. Вот. И поскольку теперь я на Северном полюсе, мы можем спокойно... ну да, сначала нужна полная темнота. О. Вот. Теперь мы можем спокойно перемещаться сюда. Только ты не в ту сторону повернута. Во. И, наверное, плевать уже на это все. Да, смотрите. Вот эти как раз осколки от этого всего откололись. И полетели на все остальные планеты. Но это не око, это все еще вот это квантовая луна. И, собственно говоря, я опять на Южном полюсе. Забавно. И опа-на! Кого это мы видим? На Майе. Соланум живой и здоровый. И, собственно говоря, это как раз-таки тот третий череп, который горел, который мы постоянно видели. То есть, один это мы, второй это... второй это... Че я забыл-то его имя-то? Как его зовут там? Кто у нас вообще есть-то? Шпат, роговик, сланец. На языке, блин, вертится. Естественно, уж вы поняли, кто это, но вот кто это...
Просто вот имя забыл почему-то. Габро, Габро. Конечно же, Габро. Вот. Первый, получается, это мы, второй Габро, и третий, вот голова светится, это вот как раз-таки Соланом. Он тоже перерождается вместе с нами. Каждый раз. Но, естественно, хоть он и живой, здоровый, разговаривать мы с ним сейчас не сможем напрямую, так сказать. Но, к счастью, у нас есть переводчик. Что ж, поговорим. Кто ты? Где мы? Кто ты? Да, и, собственно говоря, нам... Да, камень определения и камень объяснения. Камень определения. Камень объяснения. Искать и пытаться понять. Это два основных положения философии Намаи. Это в нашей природе. А если я, допустим, поменяю местами? Угу. Ничего не поменялось. Так, объяснение. Определение. Ага. Так, я. Определение я. Я никогда еще не встречал таких, как ты. Для меня большая честь говорить с тобой. Особенно мне нравятся твои 4 глаза. Я бы задал тебе множество вопросов, если бы понимал твой язык. Мне очень повезло, что ты понимаешь мой. Откуда он узнал вообще, что я его понимаю? Понимаю его язык. Так, давай. Объяснение. Объясни мне. Полагаю, ты стремишься к тому же, что и я. Найти и изучить око Вселенной. Однако я не знаю, как тебе удалось сюда добраться. Может, ты из другой звездной системы. Вот! Звездной системы, как и мой клан. Не солнечной системы, а звездной. Хоть где-то правильно пишет. Так. Что, квантовая луна? Ты. Ты. И не объяснение, а сначала давай определение. Он... Да-да-да, поменяй сначала. Давай сначала, да. Кто ты? Определение. Меня зовут Соланом, я Намаи. Мой клан прилетел в эту звездную систему до моего рождения, и теперь мы живем здесь. А вот теперь объяснение. Объясни-ка ты. Это мое первое паломничество на квантовую луну. Все Намаи из моего клана совершают это, когда становятся взрослыми. Отсюда нельзя долететь до ока, но квантовая луна имеет для нас колоссальное значение, поскольку помогает нам подобраться к оку ближе всего. Я прилетела сюда, чтобы побыть рядом с оком. Око сокрыто от наших глаз, но в квантовой луне мы видим отражение ока. Собственно говоря, да, квантовая луна очень похожа на око. Так сказать, мини-копия. Дальше. Квантовая луна и око. Ты и я. Собственно говоря, да, их еще между собой можно. Короче, вариантов сейчас будет куча у нас тут. У нас с тобой мало общего.
И все-таки в этой встрече есть что-то особенное. Надеюсь, ты не будешь против, если я стану считать тебя другом. Да, да, да. Кивай. Так. Так. Ладно, ты пока уберем. Так. Блин, потом еще между собой, типа, я квантовая луна, я око, ты квантовая луна, ты око. Квантовая луна, типа, и око вселенной, типа, можно соединить. Так, давай сначала дальше. Ам, Квантовая луна. Определение. Так, мы сейчас стоим на квантовой луне. Она появляется на орбитах разных небесных тел, но изначально квантовая луна была спутником ока Вселенной. Вот. Спутником, а не луной. Я не понимаю, иногда они ошибаются, иногда нет. Так, потом. Объяснение. Тебе встречались квантовые осколки на других планетах? Они выглядят так же, как поверхность квантовой Луны. В те моменты, когда она находится рядом с оком. По сути, квантовая Луна — это отражение как бы самих небесных тел, на которых она находится. И, собственно говоря, это отражение самого ока, поэтому она так выглядит. Угу. То, что мы наблюдаем. Так, значит, око можно считать ее основным местоположением. То есть сейчас мы наблюдаем квантовую Луну в ее естественном состоянии. Учитывая, что квантовая Луна служит спутником ока, можно допустить, что они обладают одинаковыми характеристиками. Если квантовая Луна и ее осколки обладают квантовыми свойствами, то, вероятно, ими обладает и око. Можно даже предположить, что квантовые свойства Луны вызваны ее близостью к оку. Это объясняет, почему участки вокруг квантовых осколков на других планетах также понимают квантовые свойства. Угу. Дальше. Око Вселенной. Сначала определение. Главное так не запутаться. Ну, я потом еще раз все на всякий случай просмотрю. Так. Мы сейчас находимся на орбите Ока Вселенной. Хотя и не можем его увидеть. Мы видим только его отражение в квантовой Луне. Око древнее, чем сама Вселенная. И мой клан считает, что она движется очень большой орбите вокруг этой звездной системы. Так, теперь объяснение. Во Вселенной всегда присутствует некоторая степень неопределенности. Обычно ее можно наблюдать только в мелких масштабах, однако при приближении к оку степень неопределенности многократно возрастает. Вероятно, квантовые свойства квантовой Луны появляются так явно именно потому, что она находится близко к оку. Осколки квантовой Луны тоже обладают такими свойствами. Думаю, тебе приходилось видеть их в разных уголках звездной системы. Так, сейчас, секунду. Сознательное наблюдение заставляет квантовый объект становиться на одном из вариантов. На что произойдет, если сознательный наблюдатель войдет в само око? Со временем весь мой клан стал задаваться этим вопросом. Так. Вроде все объяснение и определение мы посмотрели, да, с каждым этим объектом. Дальше, допустим, ты и квантовая луна.
Подобно многим другим из моего клана, я прилетел сюда, чтобы увидеть, как квантовая волна отражает око. Это лучший способ приблизиться к оку из тех, что мы знаем. Это, наверное, странно, но у меня есть предположение, что я уже не вполне жива. Возможно, мое путешествие подошло к концу. Нет. Вот весь твой клан не жив, а вот ты, вижу, жива. Так. Потом ты и Око Вселенной. Многие в моем клане верили, что Око позвало нас с какой-то целью. Когда я была маленькой, я думала, что Око желает нам зла. Она заманила мой клан в эту звездную систему и просто исчезла. Но я больше не боюсь Око, честно говоря. Я даже мечтаю однажды увидеть Око, хотя боюсь, моей мечте не суждено сбыться. Это, наверное, странно, но у меня есть предположение, что я уже не вполне жива. Возможно, мое путешествие подошло к концу. Ясно. Так, теперь... да, осталось я и, допустим, квантовая луна. Ты впервые на квантовой луне, я прилетел сюда в первый раз. Если ты ищешь здесь ответы, надеюсь, ты их найдешь. Я тогда и Око Вселенной. А если тебе все-таки все же удалось защитить Око Вселенной, станешь ли ты входить в него? Как, по твоему мнению, будет воздействие сознательного наблюдателя? Как, по твоему мнению, будет воздействие сознательного наблюдателя? Не знаю. Так, и осталось только, получается, квантовая луна и Око Вселенной. Вроде бы все остальное уже... Угу. 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 Ага, типа, угу, угу, угу. Осталось, да, только между собой их. Полагаю, тебе удалось заметить, что поверхность квантовой Луны меняется в зависимости от планеты на орбите, которой она находится. Например, на орбите пучины гиганта Луна выглядит совсем не так, как на орбите песочных часов. Если квантовая Луна меняется в разных местоположениях, то око Вселенной, то око, основное местоположение Луны, должно быть также переменчиво. Исходя из этого, можно предположить, что око представляет собой воплощенное непостоянство. Однако, несмотря на свою переменчивость, квантовая луна принимает определенный вид, когда за ней сознательно наблюдает. Что же произойдет, если сознательный наблюдатель проникнет внутрь ока? Ну, узнаем. Все получается. Нам больше не о чем говорить. Ты меня послушать не сможешь. Здесь больше ничего нету. Да. Так что... единственное место, куда нам остается идти, это туда. Собственно говоря, да. Это то же самое, что и действительно око Вселенной. Я там, поскольку уже был. В общем... Оно нас выбросило в самое начало. Только вопрос, где у меня... а где мой самолет или вертолет, или как он там? Он тоже телепортируется со всеми остальными вещами, я не пойму. То есть вот этот здесь есть, да? А где мой?
ну-ка, давай-ка мы сейчас... Корабль, вон он мой где-то корабль. Короче, улетел корабль. И легче начать медитировать. Да. Что ж, на квантовой луне мы все изучили. Дальше у нас, получается, остается 2 места. Это терновник. И мы, кстати, уже 1,5 часа снимаем. Давайте еще в корабле появился снова. Да-да-да. Кстати, не так сильно вдыхает, да, как если, допустим, я задохнулся. Если, по-моему, задыхаюсь, он прям так... Что-то такое, да, он начинает? Так. Стопе. Квантовое святилище. Мы построили на квантовой луне святилище, чтобы путешествовать по ее 6-му местоположению. Что? Я же был в квантовом святилище, не понял. Квантовая луна. Мне удалось выстрелить на квантовую луну. Недалеко от Южного полюса был труп Намая в скафандре. Шестое местоположение. На Южном полюсе мне встретилась живая Намай по имени Соланум. Квантовая луна Око Вселенной. Это место квантовая луна Квантовая луна становится отражением самого Ока. Вероятно, все макроскопическое квантовое явление в нашей Солнечной системе связано с Оком. Соланум не знает, что произойдет, если сознательный наблюдатель проникнет внутрь Ока. Соланум предполагает, что она уже не вполне жива. Я не совсем понял, что с вот этой фигней. Квантовое святилище. Почему она не изучена? Возможно, мне просто придется побродить по всем планетам. Знать бы еще, где квантовая луна. Вот она, да? Давайте тогда попробуем по всему побродить. Опа. О! Довольно забавно. Походу придется все-таки здесь побродить какое-то время. Типа, ага. Они меня вверх поднимут, нет? Интересно. Нет. Забавно. Что ж. Типа, ну вот оно, квантовое святилище. Давай попробуем на разные планеты в нем поперемещаться.
Вы вспомнили право квантового изображения. Вы вспомнили правила квантового запутанности. Вы вспомнили правило шестого местоположения. Да, собственно говоря, когда ты в темноте, ты перемещаешься вместе с этим объектом. Когда ты фотографируешь, объект не перемещается. И шестое местоположение ока. Все, понял. Угу. На остальных планетах мы вроде уже как и были, так что дальше уже, наверное, смысла нет. Вопрос, мой типа шаттл не перемещается же, да? Вроде нет. Так, все. Теперь-то, да? Да. Святилище Намая, в котором блуждает по поверхности квантовой луны, рядом с фреской изображения в башню на остров. На острове написано. Рядом с фреской, изображающей квантовый осколок, написано. Рядом с фреской, изображающей на башню над черной дырой, написано. Да. Все, теперь квантовая луна тоже полностью исследована. Только вот, ну-ка... А это что такое? Проект Час Пепла. Ну, это, собственно говоря... Вот это, да? Проект Час Пепла. Так. Что ж, тогда пошлите искать капсулу и звездолет. Да? После того, как мы отыщем звездолет, мы вернемся на проект Час Пепла. Точно, перерыв. Да, я чуть-чуть устал. Можно сделать небольшой перерывчик, да? Почему бы и нет? Ох ты ж, да. Так. Мысли в порядок такой еще привести. Так, а давайте-ка мы сейчас сделаем, наверное, вот так. Да. Сейчас, прежде чем отдохнуть пойду, наверное, сразу же перерожусь, чтобы после отдыха сразу прям сначала начать и полететь прям в черный, так сказать, терновник. Сразу в корабль зайду. Где он? Там квантовая луна. Так, все. Тогда перерыв. Главное не забыть потом опять сменить обратно, да. Все. Я вернулся. 15-минутный перерыв закончился, а лаги начались. А это значит, мы продолжаем. Так, как тут выйти-то? Ага. Опять лаги, опять лаги, опять лаги. Это плохо, не хочу лаги. Так. Куда нам? Не вижу. Ага, вижу. Давай, давай, повыше поднимайся. Давай попробуем так. Надеюсь, на этих наушниках у меня, как всегда, не перестанет работать ухо. А то сейчас показалось, что в правом опять звука нету. Так. Мне нужен, значит,
Нет. Вот, да-да-да-да-да-да-да-да. Именно-то это мне и нужно. Что ж, пришло время погрузиться в черный терновник. Да, и у нас... Да, блин. Несколько точек. Сразу видно. В которые мы можем полететь. И нам надо вон в ту. На вон туда. Куда нам? Вот туда нам, да? Ага, все понял. Во-во-во-во. Собственно говоря, и капсула. Так, что это такое? Лампочки какие-то? Что это? Ну, какие-то, да, лампочки выкинулись. Но, собственно говоря, у нас вот он. Ну, так, мне нужно... Ну, вот так как-то сделать. Третий, да, маяк аварийный? Да, капсула 3. Так. Наша спасательная капсула потерпела крушение, лишив нас возможности улететь или связаться с другими. Мы держались столько, сколько могли на капсуле. Кончается воздух, аудиощики попадают все чаще. Мы планируем вернуться на звездолет и починить его. Или, что вероятнее, дождаться помощи. Доник, ты закончил сообщение? Сигнал звездолета слабеет. Через несколько часов он пропадет совсем. Надо скорее уходить отсюда. Так, сейчас мы... Угу, все. Так. Журнал полета спасательная капсула 3. Звездолет смертельно ранен. Задействован аварийный режим. Ожидается отправление со звездолета. Запуск спасательной капсулы 3. Капсула отклонилась от курса в результате многочисленных столкновений. Обнаружили повреждение капсул. Ошибка навигации, ошибка системы жизнеобеспечения, ошибка двигателей. Сканирование окружающей среды. Сканер завершено. Гравитация не обнаружена. Природный для вдыхания воздух не обнаружен. Обнаружены многочисленные формы жизни. Возможно, агрессивный вердикт. Не покидайте капсулу. Появилась новая проблема. Засигнализовал два сигнала звездолета. Звездолет не может находиться сразу в двух местах. Это так, однако сигнал совершенно идентичный. Будь именно больше времени. Как раз времени у нас и нет. Сигнал звездолета стремительно затухает. Скоро он пропадет, и все будет кончено. Мы последуем к ближайшему источнику сигнала. А если это сигнал ложный?
У нас едва ли хватит воздуха, чтобы достичь другого источника сигнала ЦС. У нас нет выбора. Мы оставим за собой след из огней. Возможно, кто-нибудь услышит сигнал бедствия от нашей спасательной капсулы. Ага, вот. О, что за огни. И дверь куда-то исчезла. Да, они как раз... Вот куда они, да, прибыли. Это был ложный сигнал. Сообщение всем, кто будет нас здесь искать. Мы летим на сигнал одного из двух радиомолков звездолета, однако не можем двигаться дальше. Сигнал звездолета уже почти не слышно, но он по-прежнему пробивается оттуда из колючек. К несчастью, между ними не пройдет и один мая, не говоря уже о целом спасательной капсуле. Я не понимаю, по каким законам живет это место, но оно управляет пространством. Есть опасения, что теперь мы обречены. Тяжело осознавать, что мы так близко к звездолету и в то же время так далеко от него. Хуже того, сигнал звездолета слабеет, и скоро мы перестанем его слышать. Мы постараемся найти путь внутрь или хотя бы понять, что произошло. Остается только надеяться, что прочие спасательные капсулы в относительной безопасности. Да. Ага, здесь куча намая. И такой же росток, собственно говоря, как и на... у нас там на камельке. Поэтому мы знаем уже, что делать. Тихо. Ну-ка. Да хватит уже. Вот. Вот он, да, звездолет. Все. Ага. Местоположение у нас есть. Осталось только до него добраться. Так. Тихо, тихо, тихо. Так. Ага. Нам туда. Эту оранжевую точку. Копи сигнал. Только вот... Ух ты, кстати, какая льдина здесь. Только вот нам бы нужно как-нибудь по-хорошему бы разогнаться. Туда, да, потому что там у нас сидят... Вот. Нам бы сейчас разогнаться и не двигаться. Да, здесь у нас, собственно говоря, вот эти здоровенные твари. И они слепые, но они глухие, поэтому они очень хорошо слышат. И если я сейчас вперед нажму, они это услышат. Поэтому нам нужно просто ждать и не двигаться. Пока я очень медленно, очень медленно приближаюсь, собственно говоря, к ядру. А ядро — это икра. Их, поэтому они это место, собственно говоря, так и защищают. R зажать, переключиться. Вниз, свободный обзор. Перекатиться.
Зажать. Альт. Альт. Свободный обзор. Да ну нахрен. Да. Вон слышно, как они. Так что давайте быстрее сюда. А про вот альт вот этот я не знал, честно скажу. Офигеть. Не, серьезно, я вообще не знал. По крайней мере, я точно этого не помнил. Офигеть. Ну, здесь, собственно говоря, можно нажать кнопку. И вот он, звездолет. И здесь еще вот одна капсула, которая не понадобилась, не вылетела. Да. Вот сюда, да. Так, а чё? Ну, собственно, ладно, потом почитаем. Так, выходим. Так. Ага. У нас есть раз. Так, а там что-нибудь у нас есть? Нет, все, здесь закрыто. Значит, у нас есть единственное место, куда пойти. Вот туда. Так. Так, наверное, все-таки сейчас вот сюда, да? Это мне что-нибудь сделает? Типа гравитацию там, нет? Ага, бесполезно. Гиперядро. Собственно говоря, да, такого у меня нету. А как не выбросить? Положить я его не могу. Ага, о. Так, ну-ка. Начинаю запись. Произошло немыслимое. Звездолет получил сигнал, который древнее самой Вселенной. Мы впервые сталкиваемся с подобным. Всем приготовиться к гиперпрыжку. Эскал, подожди, мне необходимо отправить сообщение. Нам следует известить другие кланы. Куда мы направляемся? Так, известим их по прибытии. Этот необыкновенный сигнал возник внезапно, и он может исчезнуть в любую секунду. Мы обязаны найти его источник, готовьтесь к гиперпрыжку. Ну, собственно говоря, да, он и исчез. Анона, готовли звездолет совершить гиперпрыжок по заданным координатам. Если бы они замешкались, сигнал бы пропал, они бы не прилетели сюда, не создали бы, собственно говоря, вот этот механизм, который петли времени. И, собственно говоря, я бы умер, ничего так и не сумев сделать. Игра бы даже не началась, не состоялась. Все бы умерло. А поскольку такое вот хорошее стечение обстоятельств, честно говоря, не знаю, может мы все и умрем. Я так концовку и не особо понял, получилось ли что-то исправить. Честно говоря, концовка в этой игре не очень понятна. Оно наготовле к звездолет совершить гиперпрыжок по заданным координатам. Гиперядро выдержит, но это будет очень долгий прыжок. После него потребуется ждать, пока ядро перезарядится. Это не будет иметь значения, если мы окажемся недалеко от источника сигнала. Начинаем гиперпрыжок.
Ничего не происходит. Вот журнал обновлен. Да, в общем, без гипер ядра вот этого, который я взял, сделать мы ничего не можем, а выбросить я его не могу. Так, поднимаемся немного выше. Здесь, к сожалению, даже нету этого. Гравитации. Так. Так, на связь звездолет Эскала. Что-то пошло не так во времени нашего гиперпрыжка, и теперь звездолет смертельно ранен. Нам очень нужна помощь. Звездолет как будто бы слился с окружающей средой. Мы вынуждены покинуть звездолет. Я прошу помощи у всех кланов на Майе и других видах, способных перемещаться по космосу. Эта штука вообще работает? Меня кто-нибудь слышит? Наш звездолет умирает, нам срочно нужна помощь. Сообщение для всех кланов на Майе. Вселенная умирает, ресурсы убывают, а опасности множатся. Мой клан считает, на Майе нужно держаться вместе. Если можете прилететь в сумеречную галактику. Мы выяснили, что звездная система Черная Скала в целом стабильна и довольно благоприятна для жизни. Здесь относительно безопасно. Если вы продолжите исследовать космос в одиночку, делайте это на свой страх и риск. Канна, мы летим к вам. Рада слышать тебя. Бакопа, будем ждать твой звездолет. Кто-нибудь знает, что с Нимом? От него давно не было вестей. Его клан направляется к нашему звездолету. Он все еще не прибыл. Я начинаю волноваться. Вспоминается легенда об исчезновении Эскала, который так любил мой дедушка. Мне тоже рассказывали ее в детстве. Однажды звездолет Эскала просто перестал выходить на связь. Другие кланы долго его искали, но так и не нашли. И казалось, что их друзья совершили гиперпрыжок за грань бытия. Это не легенда, друзья. Клан Эскал на самом деле существовал. Тогда странно, что мы узнаем о нем из легенд. Эту историю знали с детства еще пращуры моих пращуров. Ты уверен, что это не выдумка, Исоп? Это древняя история, но правдивая. Наши предки долго искали клан Эскала, но тот пропал без следа. Это единственный случай за всю историю, когда звездолет просто исчез. Исоп, уж не думал ли ты, что я сгинул вместе со звездолетом своего клана Эскал? Ним, друг мой, мы боялись, что потеряли тебя. Не потеряли, но только чудом. У нас возникла проблема во время гиперпрыжка. Все три солнца звездной системы Искара взорвались. И нас не задело только по чистой случайности. Скоро будем у вас, Канна. Хорошо, что и клан в безопасности, Ним. Мы были рады тебя услышать. Всем звездолетам поблизости берегитесь нестабильных звезд. А таких сейчас большинство. Ну, собственно говоря, все. Здесь нам больше делать нечего. Здесь вроде тоже, да, уже ничего не меняется. Не вижу смысла идти на корабль. Поэтому просто медитируем до следующей... До следующего раза просто медитируем.
И в корабль смотрим, что у нас открылось. Ам, Почему у меня красная горит? Не понял. С интернетом проблема? Трансляция вообще идет? Ага, желтая, зеленая, все. Фу, хорошо. Кажется, все хорошо. Так. Да. Эм, Что не так? Звездолет. Здесь еще есть что исследовать. Древний звездолет на Майе до сих пор находится внутри черного терновника. На мостике звездолета мне удалось активировать трехстороннюю колонну, служившую своеобразным устройством ввода. На Майе пытались позвать на помощь, но система отправки сообщений звездолета сломалась. При крушении звездолет по-прежнему может принимать сообщения от других кораблей на Майе. Оставшиеся кланы на Майе готовятся к неминуемой смерти Вселенной. На звездолете есть записи сигнала Ока Вселенной, за которым следовали на Майе. На Майе боялись, что сигнал пропадет, поэтому сразу совершили гиперпрыжок, не сообщив другим кланам о том, куда летят. Здесь еще есть что исследовать. Ну, собственно, наверное, это то, что на нем можно куда-то улететь. Там же этот нужен. Гипердвигатель. Координаты, собственно говоря, у нас есть. Осталось только гипердвигатель забрать, вставить. Тогда он заработает, и можно на нем будет уже отправляться. Так. Наверное, вот это можно исследовать, я не уверен. Одна из 3 капсул на Майе, потерпевших крушение в нашей Солнечной системе. Все 3 капсулы были запущены с некого звездолета, который получил серьезные повреждения. Выжившие из спасательной капсулы 3 засекли 2 сигнала со звездолета, словно он был сразу в 2 местах. Могила на Майе. Сигнал звездолета привел выживших из спасательной капсулы 3 к небольшому семечку черного терновника. Дальше идти было некуда. Сигнал звездолета шел изнутри семечка, но в его отверстие не прошел бы даже один на Майе, не говоря уже о целой спасательной капсуле. Сигнал звездолета становился все тише и вскоре пропал. Если запустить разведчик внутри семечка, можно сделать снимки огромного дерева древнего корабля на Майе. Так. Теперь нам получается наконец-таки в час пепла. И потом можно будет бегать по людям и спрашивать, и говорить, что я видел. Возможно, они мне что-то новую информацию какую-то сообщают. Я не знаю. Можно будет уже спокойно всех бегать и разговаривать. А потом уже пойдем... Нет, DLC, да, это уже в следующей, наверное, серии. В DLC я, наверное, уже в следующей серии отправлюсь. Потому что уже 2 часа снимаю. 2 часа и 20 минут на запись. И 2 часа и 5 минут на... Ой, на трансляцию, а вот это на запись. Да. Чё, мне на час пепла или все-таки лучше на час угля? Потому что на часе угля мы можем немного поспать у костра. Еще есть один прикол. Довольно забавный прикол. Так, где там у нас?
Ага, вон. Вообще могу чуть-чуть подождать, минут, да, 5 поспать. Да, задремать. И, в общем, так, минут 5. Я не знаю, почему FPS вот так прям конкретно уменьшается, когда я, например, сплю или в меню нахожусь. Почему из-за этого FPS так сильно проседает прям конкретно, я не знаю. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Даже сказать нечего. Никакой информации. Все, просыпаемся. Так, очистилось достаточно. Пойдет. Где у нас там мой корабль? Где там, ну-ка? Ага. Где-нибудь вот здесь сейчас приземлюсь. И сейчас, наверное, надо мне отметить что-то типа... вот так. Вот. Ну, на самом деле, мы уже могли телепортироваться. До этого надо, наверное, в следующий раз, если что, поменьше ждать. Минуты 4. Да. Нам, собственно говоря, сюда. Но поскольку здесь нету окна, меня спокойно высосет отсюда. Поэтому я должен переждать здесь. И как только он прям в середине появится, мне срочно нужно фигак. И да, сигануть, так сказать. Если до этого я буду тупо здесь стоять и ждать, меня возьмет так, шу, высосет туда вместе со всем песком и убьет. Да, еще ждать. Ждать нужно, в общем. Вон она снизу. В принципе, можно вот так посмотреть. Забавно. Вот так вот наблюдать. Как только на горизонте появится, смело бежать туда и ждать. Ага, вот приближается. Да-да-да, вижу. Собственно говоря, да, вот тот телепорт ведет на эту планету, а этот телепорт ведет на эту планету.
сейчас ждать надо, когда он ровно будет. Прямо звук такой ужасный. Массивный прям звук. Вот. И... Оба-на. Так. Вот. Мы здесь. То, что нам каждый раз показывалось. Десять минут 30 секунд назад получены данные из предыдущих циклов. Маски получают данные от модуля отслеживания зонда, статуи памяти на пучине гиганта, статуи памяти на камельке. Модуль отслеживания зонда. А разве не он? Модуль отслеживания зонда. Это что такое? А, ну 3 сигнала, то есть. Раз, два и три. А разве не она, которая считала, что она мертвая, это нет? Модуль отслеживания зонда. А, неужели третью маску прифигачили к модулю, да, чтобы он каждый раз... А, вон в чем прикол. Смотрите, получается, я ошибался все это время. И не она маску владеет, а сам зонд. Было отправлено там 900 тысяч зондов с лишним. Это за все циклы. То есть каждый цикл, каждый раз, получается, отправляет в новую... в новое место вот этот зонд. Прям в новое, в новое, в новое. И так 900 тысяч с лишним раз. У меня почему-то... Чё за фигня? Чё с трансляцией? У меня все нормально вообще с трансляцией, нет? У меня просто почему-то красный. То зеленое, то красное. Красное, оранжевое, вот это зеленое. В OBS. У меня, походу, когда лагает, и все остальное лагает. Собственно говоря, вот. Получается, модуль отслеживания зонда. И он так каждый взрыв солнца, он отправлял данные обратного времени и говорил, что типа там ничего нету. Давай запускай в следующую сторону. Там ничего нету, давай в следующий. Так, дофига раз, короче, вот. И в этот, короче, когда он наконец-таки стрельнул в нужное место. Ой, я наконец обнаружил это око, местоположение. Наконец начали играть мы. Вот, повезло нам. Что мы не начали 900 там тысяч раз назад. Вот, так, ясно, ясно, ясно. Так, дальше что у нас? 12 минут до конца цикла и новой передачи данных. Ясненько. А сломанные, получается, это умершие, наверное. А эти, наверное, еще не активированные. Что ж. Сегодня мы закончили земляные работы на часе пепла. Здесь, под поверхностью, мы начнем свой самый амбициозный проект «Час пепла», чтобы изобрести способ отправлять информацию назад во времени. Мы переместили все подземные растения, которые нашли во время переработки грунта. Надо следить за тем, как мы влияем на окружающую среду. Казалось бы, еще вчера мы проводили эксперименты в высокоэнергетической лаборатории. До сих пор не верится, что гипотеза Рами подтвердилась. Лака что-то отправила нам из кузницы черная дыра гиперядро для последней башни. Теперь мы можем соединить час пепла с пучиной гиганта, где Касава и Гравил работают над орбитальной зондовой пушкой, а Флокс создает статуи памяти. Предположение: ядро для нашей гипербашни не случайно было выковано последним.
Предположение, ядра были бы готовы быстрее, если бы Касава не отрывала меня от работы, спрашивая об их готовности. Главное, что мы все теперь связаны через час пепла, и мне больше не нужно вас постоянно мирить. Наши друзья на пучине гиганта испытали на себе... испытали сегодня орбитальную зондовую пушку. Мальва говорит, что пушка работает отлично, поэтому Гравилат предлагает увеличить ее мощность. Если кто-то и может добиться от устройства наилучшей производительности, так это Гравилат. С другой стороны, если кто и способен перезагрузить устройство и вызвать взрыв, это тоже Гравилат. Нужно попросить экипаж орбитальной зондовой пушки соблюдать меры предосторожности. Стоит ли напомнить Гравилату, что Мальва, его возлюбленный, тоже войдет в состав экипажа, или предостерегать нужно саму Мальву? Сегодня Флокс и Седум закончили статую памяти, и они воистину удивительны. Когда проект Час Пепла завершится, успешно или неудачно, статуя памяти активируется и позволит нам собрать больше данных. Таволга и Вереск долго трудились над солнечной станцией и, наконец, достроили ее. Если все пойдет по плану, она взорвет солнце, и мы получим достаточно энергии для Часа Пепла. Меня поражает их сила духа. Эта часть проекта была самой сложной и не только технически. Мы выходим на финальную прямую с проектом Часа Пепла. Вот что произойдет. Солнечная станция получит указание выстрелить в Солнце и тем самым взорвет его. Используя энергию, получившуюся сверхновое оборудование проекта Час Пепла отправит на 22 минуты назад команду, активирующую орбитальную зондовую пушку. Через 22 минуты после этого Солнечная станция снова создаст сверхновую, что позволит отправлять в прошлое данные с запущенного зонда. Каждый цикл проект Час Пепла будет длиться ровно 22 минуты. Цикл можно остановить в любой момент. Но, к сожалению, нельзя. Собственно говоря, да, в этом и состоял их план. Солнце взрывается, сюда подается энергия, и информация отправляется в прошлое, запуская зондовую пушку в разные стороны. До тех пор, пока она не найдет, собственно говоря, око Вселенной. И как только она находит, Солнце больше не взрывается. Однако, Солнце у них не взорвалось само по себе. Вот. И поэтому у них ничего не получилось. И они умерли от старости все. У них, в общем, ничего не получилось. Им пришлось ждать, они умерли. Вот. И как раз на нашу долю уже пришлось умирание этой самой звезды естественное. И именно поэтому оно, когда взрывается, само по себе образует сверхновую, нас возвращает на 22 минуты назад. Вот. Вот. Получается, да. До этого мы умирали, и вот эта статуя Намаи не открывала глаза. Она открыла глаза ровно тогда, когда вот этот зонд нашел око, и только тогда статуя Намаи открыла глаза, и мы как раз это записались. Вот в чем прикол. Получается, до этого мы умирали 900 тысяч раз до того, как статуя Намаи открыла глаза на самом деле. Это как раз умирание Солнца и выпало, да, на нашу долю. Вот. И оно взрывалось. Я до этого не был записан, получается, вот персонаж этот. И они умирали вот несколько 900 тысяч раз. И только после этого статуя Намаи открыла глаза и записала нас. Чтобы мы смогли вот это уже все спокойно исследовать. Вот как все получается, да. Намаи, естественно, были очень древними, у них тогда в свое время ничего не получилось, им все, что оставалось, просто жить, оставаться жить на этой планете. Ну, на этих планетах. И со временем они так и вымерли. С этим тяжело смириться, но солнечная статуя не сработала. Я предполагаю перестроить солнечную станцию, только взрыв сверхновой может дать нам столько энергии. Мы были близки
к цели как никогда в теории проект «Час пепла» можно осуществить, но мы не смогли найти для этого энергию. Возможно, есть другие способы. Друзья, я верю, что мы сможем создать сверхновую, не теряйте надежды. Сказать проще, чем сделать. Вереск мы можем подождать, пока солнце взорвется само, однако тебе придется как-то замедлить наше старение. Ну, собственно говоря, не получилось. При остановлении... мы приостанавливаем эксперимент по созданию сверхновой. В эту солнечную систему вошла комета, и нам теперь не терпится ее изучить. Мы давно ничего не исследовали, и появление этой кометы нас очень обрадовало. Подумать, столько нового мы можем узнать. Получается, возможно, как раз-таки взрыв Солнца и был вызван этой кометой. Вот эта куча энергии, которая взорвалась, оно было полностью направлено в Солнце. И лишь немного... Да, и лишь немного попал на все остальные планеты. А весь остальной взрыв пришелся на Солнце. Из-за этого как раз взрыва и Солнце начало умирать. У меня хорошие новости, Миля. Высокотехнологичное гиперядро готово к установке в центральной зале Часа Пепла. Вон там оно, в общем. Я заинтригован, дорогая. Всем, кто работает здесь над проектом Час Пепла, не терпится его увидеть. Таволга вне себя от радости. Ядро еще не готово. Все ли в порядке с кузницей? Кузница. Его прочностью еще можно поработать, мне нужно больше времени. Не беспокойся, дорогой Лаку, просто нервничает. Ядро получилось мощным и одновременно очень изящным. Не обращай внимания, Милли, ядро готово. Если моя сестра еще раз скажет иначе, мне придется говорить уже со мной. Прими мою благодарность за последнюю поставку, Энно. Этой руды должно хватить для завершения проекта Час Пепла. Когда обшивка вокруг центрального зала будет готова, мы убедимся, что в ней нет отверстий. Я возьму рами и проверю, нет ли трещин на внутренней и внешней стороне обшивки. Это важно для безопасности. Замечательно. Нужен ли вам лишняя тройка глаз? А именно моих, чтобы осмотреть обшивку. То есть, получается, некоторые части повторяются, а некоторые нет. Моя работа окончится, поэтому я сразу присоединюсь к вам. Мы были бы благодарны. Очень многие в проекте Час Пепла зависят от прочности обшивки, поэтому чем больше глаз, тем лучше. Флокс, я установила маски, необходимые для проекта Час Пепла. Они прекрасны, хотя мне кажется, будто за мной наблюдают. Приятно знать, что статуи ни с кем не соединятся до завершения проекта. Иначе, да, ни с кем не соединятся. Да, пока, получается, зонд не обнаружит тока, маски ни с кем не соединятся. И как только вот эти, там, 900 тысяч попыток было произведено и око найдено, как я и говорил, маска после этого со мной и соединилась как раз-таки. В теории они должны активироваться только если все пройдет успешно, но я на всякий случай запрограммировал их так, чтобы они сбрасывались при ошибке оборудования. Правда? Зачем? Если на проекте Час Пепла что-то произойдет не так, статуи и их маски предупредят нам об этом, чтобы мы могли исправить неполадку, иначе мы рискуем никогда о ней не узнать. Я не подумала об этом, это действительно было бы ужасно. Возможно, золотые это те, которые везде написаны. И мы уже, допустим, читаем. А вот эти обычные нигде не написано. Так, еще я хочу вот туда вернуться. Ага. 9 минут до конца. Да, это у нас получается зона на... Ага. Не туда бегу. 9 минут еще у нас есть. Я почему так удивлен, как я и говорил, я не до конца был... Не до конца все помнил.
Именно поэтому сейчас все пазлы сложились, так сказать, в моей голове. Так, это у нас как раз-таки внутри камелька. Ну-ка, секундочку. 9 минут до конца цикла, номер передачи данных. Окей. По крайней мере, здесь показывается, сколько осталось времени. Так, а это у нас пустотная сфера, да, должна быть? Или что? Это вон у нас что? Кузница. Ясно. Не знаю, зачем еще раз нам это все показывать, ну да ладно. Так, собственно говоря. Управление искусственной гравитацией. Его можно, естественно, отключить. Так. Внимание, вы пытаетесь получить доступ к ядру, питающему проект Час Пепла. Удаление ядра приведет к завершению проекта Час Пепла. Ну, собственно говоря, да. Я так, временно. Вот, просто посмотреть, естественно. Вот она, да. Как, собственно говоря, и тот сломанный на корабле здесь. Черная и белая дыра. Что, собственно говоря, позволяет передавать всю эту информацию. Да, у нас, получается, два вот этих лепестка было, да, на этой планете. Вот сверху там и снизу. Да. Южный полюс, Северный полюс. И в них поступает вот это, получается, как сказать, энергия от взрыва Солнца. И полностью поступает сюда. В черную часть и в белую часть. И полностью передает информацию. Так, где все тогда? Стоп, ну-ка. Там что-то еще было сказано, нет? Ну-ка. Нет, да? Ну все, давайте это закрываем. Сейчас оно мне не нужно. В общем, да, берем это ядро и идем уже на корабль. Но я, естественно, делать это не буду. Потому что это приведет к концу игры. Я хочу сделать кое-что другое. Кое-что забавное. Я бы даже сказал. Кстати говоря. Если что, мы можем сфоткать себя. И у нас такая бандура, на которой как раз таки вот этот. Собственно говоря, она сейчас в руках у нас. Такого не должно быть, ну ладно. Ну-ка. Ой, как освещает. Ага. Ага, не до конца, смотри-ка, что. Напортачили. Наверное, на расчет нашел на то, что здесь никто не будет. А здесь вообще ничего нет, окей. Искусственная гравитация хороша. Так,
Собственно говоря, да, поскольку мы находимся здесь, это очень фигня прочная, естественно, взрыв нас не убьет. Так что, типа, во всей остальном мире мы можем умереть от чего угодно. Если ни от чего другого не умрем, нас убьет технический взрыв, получается. Здесь же, поскольку это ядро очень прочное, взрыв нас не убьет. Такой же, естественно, есть и внутри камелька. Такая же фигня. Но вот проблема в том, что там есть, так сказать, место, куда может, собственно говоря, зайти солнце. Там есть проход, и солнце в любом случае туда может попасть и нас убить вовнутрь. Здесь же никаких дверей и ничего подобного нету. Никаких щелей вообще нет. Сюда единственный способ попасть — это через телепорт. Именно поэтому здесь мы не умрем. Что ж, давайте дождемся. Вроде как. Что такое слышу, да? Что там происходит? Хотя сначала мы в любом случае начнем. Ну, сейчас посмотрите, в общем. О чем я говорю. Легче показать, чем объяснить. На, все, сейчас взрыв будет. Лагает жутко. И, собственно говоря, да, началась песня, которая символизирует взрыв. Вы сами можете сейчас видеть FPS, она в районе 30 или меньше. Не знаю, почему другие FPS не включают люди. О, взрыв. Видите, взрыв происходит, но пока с нами ничего не происходит. Но что-то все-таки происходит. Сейчас узнаем. Снова полетим туда и узнаем кое-что забавное.
Наконец-таки проект Час Пепла открылся. И вся на этой карте открылась. Что ж. В подземном... Да, подземный зал на Часть Пепла. Энергетические кабели с поверхности подключены к обшивке в центре планеты. В зале стоит 8 монолитов с масками на Майе. 3 на Майе получают данные с модуля отслеживания зонда, пучины гиганта и камелька. Проект Час Пепла предполагал, что энергия сверхновой, созданной с помощью солнечной станции, будет использована, чтобы отправлять данные с зонда из орбитальной зондовой пушки на 22 минуты в прошлое. Солнечная станция сработала. В теории проект Час Пепла был осуществим, но на Майе не смогли найти для него энергию. В центре планеты под ошибкой находится высохнувшее технологическое гиперядро. Удаление ядра приведет к завершению проекта Час Пепла. Собственно говоря, если мы удалим ядро, игра закончится, пойдут титры. Ну, в любом случае, типа, либо мы с этим гиперядром идем на туда, либо мы остаемся, умираем, и игра в любом случае тоже заканчивается. С гиперядром у нас в руках. Что ж. Давай чуть поближе сюда, ага. Подбредем. Так, вроде все, да, там прочитали? Ага. А также есть еще концовка. Ну, это сейчас попозже объясню, наверное, ее. Сейчас, наверное, все доделаю. Потом сначала начну, и потом уже начну ходить по людям. Осталось у нас хотя 20 минут. Наверное, на этом стриме я со всеми людьми поздороваться, так сказать, и не успею. Но в любом случае стрим у нас еще, наверное, в 9 будет... Нет, в 9 я не успею. Уже у нас 19:55. Трансляция идет уже 2 часа 55 минут. А стрим 2 часа 40. Ну, не знаю, где эту игру найти. Так, сколько я поспал? По-моему, недостаточно, да? Он только-только сыпаться начал, да? Минуту где-то? Давай еще минуту поспим. Что-то я не знаю, зачем он встал. В 29:30, возможно, начну, да? Фиг с ним, 29:30. Сейчас еще минут 10 поиграю с лишним. Ну, может, 15. 10-15 минут, в общем, еще поиграю и закончу на этом. Часик отдохну и буду потихоньку подготавливаться.
где-то посередине. Сейчас, получается, еще разок пройдет. Или нет? Так. Сейчас посмотрим. В принципе, можем успеть. Наверное. Ну или еще кругаля даст. Сейчас посмотрим. Просто спидранеры вроде успевают. Да-да-да, смотрите, вроде как раз. Сейчас забегу туда. И здесь как раз над нами. Прям секунду в секунду, наверное, сейчас. Да, смотри, успеваю. Ага. Вот. Да-да-да-да-да, все. Как раз идеально. И здесь очистится, и как раз сейчас над нами пройдет. И сейчас появится кое-что новое. Или кое-кто. Если бы вот сейчас стоял, вот там. Вот сейчас бы меня вверх понесло. Но не, я еще не телепортировал. Вот сейчас телепортировался. Вот. Шикарно. Так, стопэ. А где? Не понял. А где? Я что-то не так сделал? Да, я, походу, что-то не так сделал. Блин. Придется сейчас загуглить, что ли. А что не так-то? Блин. Да я пытаюсь вспомнить. Ничего на ум не приходит. Сейчас загуглю. Просто вроде так должно работать. Не знаю, может куда-то в черную дыру упасть нужно или что. У меня тут вкладок всяких куча. Сейчас закрою половину ненужных. Так, Так.
М. Да. О, странно. М, Здесь, короче, сайт. Что-то он только, походу, через VPN работает. А с VPN у меня вообще какая-то проблема. Они то работают, то не работают. Приходится различные VPN включать, пока не поймешь, какой из них работает. Так. М, Нет, это не то. В общем, сейчас этой фигней закончу, и тогда и стрим тоже закончу. Просто это действительно очень важно. Но как это сделать? Я думал, вот так просто берешь и делаешь. А чё, мне куда-то телепортироваться в это время нужно или что?
Да, короче, вот какой прикол. Все-таки я правильно понял. У меня был такой вариант. Ну, если я не ошибаюсь. В общем, да, нужно прыгнуть сюда во время черной дыры. Ой, тьфу, какой черный дыры? В черную дыру во время взрыва солнца. Ну, давайте попробуем. Собственно говоря, сколько там времени от теста осталось? 6 минут до конца цикла. Давай я сделаю 5 минут. Сейчас. Все, таймер 5 минут. Ага. И ждем, когда солнце начнет сжиматься и превращаться в сверхновую. Я должен прыгнуть в черную дыру, и подастся куча энергии, которая вернет меня на 22 минуты назад. Вот как это работает. Мне интересно, сработает ли это, если с обычной черной дырой? Или нет? Если прям в черную дыру сверхновая сработает. Ну, в общем, ждем. Как только увидим, что сверхновая появляется, сжимается и взрывается, сразу прыгаем туда. Ну, когда, собственно говоря, естественно, будет проходить наверху. Примерно должны рассчитать время. И на этом тогда закончу трансляцию. Хотя, да, больше 3 часов, собственно говоря, да, закончу где-то как раз 20 с лишним, и как раз где-то часок отдохнуть будет. И проведу тогда вторую трансляцию. И вот на второй как раз трансляции я и... этот... Ну, короче, посмотрим, что будет на второй трансляции. В принципе, если так же быстро исследую, то, думаю, 4 трансляций мне хватит. Ну, за сколько? Сейчас что у нас? 6-я трансляция? За 6 трансляций технически прошли игру. Ну, плюс-минус, за 7, да, даже. Без DLC. Обычную игру, по сути, можно, да. Вроде еще минуты 2 до взрыва. Она уже красная. Не знаю, рано, не рано. Оно уже вроде как собирается, но минута до взрыва. Сейчас телепортироваться или еще рано? Нет, да рано еще, да? Да, рано. Минут. Сейчас как раз еще один оборот сделает.
И вот тогда я прям идеально телепортируюсь. Да-да-да, рано еще. И песок все еще сыпется. Да-да-да. Как раз сейчас получается. Песок сыпется, закончится. Еще один оборот сделает уже без песка. Как раз солнце начнет сжиматься. А, собственно говоря, вот как раз все. Оп. Все, песок сыпаться закончился. И солнце сейчас начнет сжиматься. Еще один оборот. Я могу телепортировать. Или я могу телепортироваться без. Не-не-не, не могу. Это стоит. Я могу в любое время телепортироваться. Все, они сейчас как раз идеально встанут. И я телепортируюсь. Да, минута 20 секунд осталось. 3 минуты до истощения кислорода. Ух ты ж, ё. А у меня столько времени. Да, мне меньше 3 минут осталось. Ладно. Все, да, и как раз начинается, собственно говоря, все. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 минут засеченных моих прошло там. Остается, да, все. Как раз это все идеально и сделается. И солнце взорвется, и надо мной она будет проходить. Вот как раз, да, планета. Чуть-чуть осталось до взрыва солнца. Все, да-да-да-да-да. Ну-ка. Во, да-да-да-да-да, все-все. Солнце коллапсирует. Сейчас взорвется. И я должен телепортироваться, нет? Вот, как раз взрыв происходит. И в этот момент меня должно было перебросить технически. Перебросил, не перебросил, а сейчас узнаем. Так, момент истины. Чё, нет, что ли? Блин, хотите... Нет? А как тогда? Я что-то тогда ни черта не понимаю. Технически все должно было быть идеально. Хм, тогда непонятно. И взрыв должен был произойти, и меня в этот же момент должно было перебросить. Одновременно это все должно было произойти. Хм. Ну-ка, давайте понаблюдаем за часом пепла тогда. Сейчас он сыпать должен начать там. Или нет? Пу-пу-пу-пу. Ну ладно. Странно это. Два еще, ну, не знаю. Технически он должен писать, что все хорошо прошло, да? Что все получилось.
Эм, Да, вот сыпаться все началось. Так, 4 минуты ждем. Не-не-не-не-не. Спать. Фу, блин. Придется опять сейчас ждать. 4 минуты. Ну, плюс-минус ускоренные. И проверять. Не, по-моему, все-таки не получилось. Что-то, по-моему, солнце раньше взорвалось, чем перебросил. Да нет, должно было получиться вроде как. Ну-ка. Так, проснулся. Ну-ка. Сейчас, секундочку. Я, кажется, тут смотрю кое-что другой вариант. Ну-ка. Ага. А, а, Вон в чем прикол. Там было не совсем так написано. Собственно говоря. Давайте дремать. Все, короче, я понял, как мне все сделать. Там неправильно все было написано, типа прыгнуть в черное ядро во время эм, взрыва. Я и подумал, что как раз, что я вот это в перемещалку прыгну, оно как раз черное ядро, и меня на 22 минуты переместит в ту же самую область. Вот. Но оказывается не совсем так. То есть меня же там перемещает в белую дыру внутри этого как раз-таки часа пепла. Вот. Я думал, что он меня в это время взрыва переместит туда, но на 22 минуты назад. Вот. Но было бы логично сделать именно так. Но там по-другому, короче, нужно сделать, оказывается. Сейчас все сделаю. Да, переживал, что закончу раньше, и будет где-то 2 часа, там, 50 минут. А все так сильно вышло, что уже 3 часа и 5 минут видео идет. А трансляция 3 часа 20 минут. Ну да, и у меня уже 20 часов, 22 минут, 23 минуты. Ага. Главное не пересидеть тут много.
но и не слишком быстро. Второе, потому что в любом случае ждать придется. Минут 6, да? Так что лучше скоротать его за огнем. Ну, а еще 2 минутки, да? Не совсем уверен, как здесь время само ускоряется. Ага. Ой, блин, что-то я пересидел. Так, все, тихо. Где там? Ага. Да, думаю, хватит. Ладно, поехали. Ага. Так. Сейчас где-нибудь вот здесь приземлимся. Тихо, ты не туда. Не, главное не в песок. Ну, где-нибудь вот здесь на отшибе приземлись. Нам мне сейчас туда. И ждать, когда сделают еще один оборот. В общем, было бы логично, если бы здесь все было сделано идеально, и во время прыжка здесь взорвалось солнце, подало энергию, я бы переместился точно туда же, но на 22 минуты раньше. Было бы логично. Но кое-что менее логично, но более просто. Там есть несколько вариаций. В общем, то же самое будем делать и на следующем стриме. Блин, уже до 3 часа 7 минут, блин. Угу. Так. Отойдем немного. Сейчас будет ровно. И... Оп. Вот. Так. Сколько осталось? 5 минут до конца, окей. Давайте тогда засечем. 4 минуты, наверное, я поставлю. Да, пуск 4 минуты, все. Тихо. В общем, да. Выдергивать нам это ни в коем случае нельзя. Просто должны мы находиться тут.
И ждать. Ждать еще 3 минуты. И тогда все получится. А что получится, вы узнаете на следующем стриме. Да ладно, шучу. Ну, да, на самом деле, да, так, частично, в общем. Все-таки, действительно, время уже 3 часа 10 минут снимает. Что-то прям многовато, да. Зря я, наверное, полез. Это можно было в любом случае делать на следующем стриме. В общем, я сейчас тогда это завершу, цикл. Покажу, что должно произойти. И уже полетим и это исследовать уже на следующем тогда действительно стриме. В любом случае, вы узнаете, что должно произойти. Я вам вкратце расскажу. А что конкретно будет уже через час стрим. Ну, максимум через полтора. Может, либо в 9:30 все-таки, либо в 10 ровно. Но там 3 часа в час только ночи освобожусь. Офигеть. Ну, я прям намерен провести второй стрим. Однако, этот стрим выйдет точно, наверное, в 6 утра. А второй стрим следующий выйдет в 6 вечера. Ну, по крайней мере, я так планирую. И уже, да, минута осталась. И даже лагать начала. Так, не лагай, пожалуйста. Так. В общем, вот о какой черной дыре говорилось там. Можно просто было сказать, что в гиперядро уткнуться. Тогда получится. Так, 20 секунд. 19. 17, 17, 16, 15, 14. Ну, это грубое время, не до секунды. Я просто говорю, вот 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, сейчас будет взрыв. Где-то. Ну. Во, взрыв происходит. Во, меня засасывает в черную дыру и возвращает на 22 минуты назад. Однако, вот проблема. Какая проблема? Я просыпаюсь. Почему я просыпаюсь? Если я был под толстой обшивкой, и меня отправила черную дыру на 22 минуты назад. Ага. Так, все лагает ужасно от этого. Из-за этого инцидента, так сказать. А теперь мы берем. Да, все получилось. Кто-то уже заметил, кто не заметил, вы пишется. Вы здесь.
А еще пишется «Вы здесь». Да, собственно говоря, меня располовинило. Ха-ха-ха. Вот. И уже на следующий стрим через час я пойду здороваться с самим собой. Это будет забавно. Я даже на следующем стриме несколько раз так сделаю, потому что там есть несколько вариаций диалога. Что ж, а на этом моменте мы тогда пока что закончим. Я даже, наверное, из игры выходить пока не буду, на всякий случай, чтобы это не сбросилось. А то и заново придется это делать. Вот. Следующий стрим, да, через час-полтора, потому что сейчас у меня 20:30, и в 9 все начинать я не успею прям отдохнуть нормально, мне еще кое-какие дела нужно сделать там. Хотя бы кофе прям напиться, чтобы не уснуть. Вот. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Самое главное, подписывайтесь, чтобы меня отслеживать, чтобы вот это смотреть. Тем более 1 мая выходит у меня на канале будет стрим, посвященный очень интересной игре. Ну, если мне дадут там... Я хоть и купил этот предзаказ. Вроде где-то я читал, что за день дадут поиграть. Но не уверен. Ну, в общем, скорее всего, до 1 мая будет стрим по той интересной очень игре. Ну, вот. Поэтому обязательно в этот раз подписывайтесь. В этот раз. Вот, если вы раньше не подписывались. Ставьте лайки, комментируйте. Ссылка в описании на Трова. На Трова, на ссылкой на YouTube. Переходите туда-сюда, в общем. Смотрите стримы, смотрите записи, кому как удобней. По счет времени я говорил в начале стрима. Так. Что-нибудь еще? Да вроде нет, все, пока.